Давайте пробежимся по основным окнам Cubase. Вот здесь в верхней графе, где файл, edit, project и так далее, вам понадобится файл, экспорт и, пожалуй, все. Project Setup, который мы рассмотрели в прошлом уроке. Но у меня уже очень давно стоит 48 кГц, 24 бит, то есть я сюда никогда не залажу в последнее время. Дальше. Транспортная панель. Что мы здесь видим? Наиболее часто используемые элементы в этой транспортной панели у нас это, конечно же, вот эта стрелочка. Идет Snap. Snap это привязка. Сейчас покажу, как это работает. Например, у нас сейчас с вами стоит привязка, и квантизация идет 1 к 1. То есть это вот один такт, да? 1 к 1, один такт. И у нас с вами включена привязка. Поэтому я могу делать... Привязка идет вот к началу такта, да? Ну, понятно. Если же я делаю здесь квантизацию, например, 1/2, соответственно, я могу делать уже 1/2, 1/4 и так далее. Это вот привязка. Если я привязку убираю, тогда я смогу выделять области любые, без привязки к какой-то сетке. Ножницы – это разрезать объекты. Ну, это все мы рассмотрим уже в процессе, когда будем что-то с вами делать и писать. Это у нас Colorize, это мы будем с вами красить. Например, вот у нас есть какой-то элемент, и мы хотим его выделить, чтобы он был яркий. Хоп, готово. Так, следующее окно. Следующее окно – это вот самое большое. Здесь мы будем с вами добавлять различные аудио, инструментальные треки. Это окно, в котором мы с вами будем, собственно, все делать, где будут лежать наши MIDI-файлы, аудиофайлы. Это окно Meter, это показывает нам уровень громкости выходного сигнала. Давайте покажу на примере. Возьмем, да, к примеру, любой элемент, вот, и он нам показывает его RMS, его громкость, да. Control Room – это довольно хитрая вещь, ее мы рассмотрим чуть-чуть попозже, когда будем рассматривать, как подгрузить референс. Медиа. В Cubase уже есть встроенные лупы, сэмплы очень хорошего качества. Они находятся вот в этой вкладке. Media, Loops. К примеру, мы с вами пишем какой-нибудь хип-хоп трек. Мы можем зайти сюда. Тут уже вот есть готовые кики, различные перкуссии, ну и так далее. Ну, раз уж мы остановились на этом моменте, то давайте рассмотрим еще вот этот как бы проигрыватель Cubase, да? Мы с вами видим вот здесь такие как бы иконки. Если мы их снимем, соответственно, ничего не будет происходить. И нам, чтобы прослушать, нужно будет нажимать каждый раз play. Ну, чтобы этого не делать, мы ставим с вами вот этот галочку, чтобы все тут воспроизводилось автоматически. Плюсом Cubase является, что здесь все кнопочки частенько подписываются. И становится понятно, что за что отвечает. Но смотрите. Если мы ткнем эту кнопку, тогда наши биты, ну вообще наши сэмплы любые, они будут играть уже с темпом нашего проекта. То есть у нас сейчас темп 120 стоит, и он играет с темпом 120. Если мы с вами убираем эту галочку, он играет с темпом вот 82 BPM. Очень удобно. Следующий момент, что любой понравившийся нам сэмпл мы можем перенести с вами на таймлайн. Например, нам понравился этот бит. Мы его берем и перетаскиваем левой кнопкой. И вуаля, он у нас перетащился. Давайте верхний уберем. Убирается это все. Выбираем то, что нам нужно удалить. Тыкаем правой кнопкой и Remove Selected.
Tracks. Так, мы с вами добавили трек sample на наш таймлайн. Мы видим, что он сейчас вот с такой вот как бы волной, да, и нотка здесь нарисована. Это значит, что он находится вот в музыкальном моде. То есть идет привязка к нашему темпу. Если мы нажмем сюда, то мы услышим сэмпл в оригинальном его темпе. Если же опять зажмем музыкальный мод, то он будет у нас играть в темпе нашего проекта. Чтобы мы могли двигать вот эту вот полоску, которая находится сейчас вот здесь между вторым и третьим тактом, мы должны поднести вот к этой полосе и нажать левой кнопкой. Зажать левую кнопку мыши, и тогда мы можем передвигаться куда нам надо. В любую точку. Если мы возьмем чуть-чуть выше вот этой полосы, то есть, видите, она как бы у нас разделяется на две, да? Одна становится чуть-чуть серой, вторая черная. Вот если мы перейдем на серую и начнем выделять, у нас будет выделяться область, с какой нам нужно работать. Если мы выделили вот эту область, она у нас появилась, мы наводим на нее мышкой, и появляется вот такая рука. Да? Если мы зажмем левую кнопку мыши, эта часть у нас будет двигаться. Переходим к следующему занятию.